12 сентября 2015 года мальчик по имени Фридрих и его родители решили поехать в Африку, в Серенгети, чтобы показать мальчику, возможно, последние воспоминания в его жизни, так как Фридрих болеет лейкемией. Мальчику всего 7 лет, а он уже столько всего натерпелся. Волосы почти все исчезли, кости стали хрупкими. Родители решили отдохнуть вместе с ним. Гуляя по заповеднику, мальчик замечает около кустов еле живого, почти мертвого львенка. Когда Фридрих его увидел, он сразу понял, если уйти, он точно погибнет. Мальчику все говорили, рейнджеры и родители, это заповедник, тут нельзя спасти кого-то, это суровая, дикая жизнь, выживают сильнейшие. Но мальчик настаивал. Все же, несмотря на споры, львенка отвезли в центр реабилитации. Там его начали лечить, откармливать, чтобы позже выпустить в его среду. Львенка назвали Фредди. Позже семья и мальчик Фридрих улетают обратно домой, штат Аризона, США. Все это время львенок рос. Первые дни ему давались очень тяжело. Он не мог нормально есть, пить. Но спустя недели он начал сам ходить, принимать пищу. Все это время за ним наблюдали профессиональные врачи. Лев рос быстро и уже не казался беспомощным львенком, а уже был сильным молодым львом. Спустя 8 лет Фридрих пошел на поправку. Борьба с лейкемией была ужасной. Рецидивы, осложнения. Но он все это прошел. Фридрих уже был не маленьким мальчиком, а подростком. И тогда семье приходит ужасная новость. Заповедник столкнулся с финансовыми проблемами. Из-за нехватки денег оттуда уволились добрые смотрители, которые любили Фредди. Новый персонал относился к нему плохо и равнодушно. Поэтому лев перестал доверять людям, отказался от еды и стал очень агрессивным. Заповедник решает пригласить того самого мальчика, который когда-то не дал умереть львенку. Семья решается на отчаянный шаг и летит в Африку. Из-за проблем с финансами территория заповедника теперь почти не охранялась. Встречу организовали в специальном здании. Фридрих стоял за толстым бронированным стеклом, а по ту сторону расхаживал огромный напряженный лев. Сначала Фредди скалился, но вдруг замер и принюхался. Он узнал его. Лев подошел вплотную к стеклу. Агрессия и злость моментально исчезли. Он потерся гривой о преграду и тихо, почти по-детски промурчал. Точно так же, как в их самую первую встречу 8 лет назад. Встреча прошла успешно, но внезапно раздался грохот. На территорию центра ворвалась группа браконьеров. Они знали, что здесь больше нет хорошей охраны, и пришли за редкими животными. Один из бандитов выстрелом из ружья разнес электронный замок тяжелой стеклянной двери вольера, чтобы добраться до льва. Дверь распахнулась. Началась паника. Фридрих с испуга бросился к выходу, но один из нападавших перехватил подростка и грубо схватил его. Мальчик закричал от страха. Этот крик услышал Фредди. Теперь между ними не было стекла. Лев, не раздумывая ни секунды, выскочил из вольера и яростно бросился на обидчиков своего друга. Огромный зверь сбил браконьеров с ног. Получив сильные ранения и в ужасе от ярости льва, нападавшие бросили все и сбежали. Когда пыль осела, Фридрих и лев остались сидеть неподалеку друг от друга. Теперь уже не через стекло, а рядом. Когда-то мальчик спас жизнь этому льву, а теперь лев вернул ему долг.